Добро пожаловать в поселок Дипкун, Амурская область. Население около 1400 человек. И железнодорожная станция была чуть раньше основана, чем сам поселок, а именно в 1974 году. Сейчас относится к дальневосточной железной дороге и не электрифицирован. Шефский коллектив же Московская область. Станция это же 2511 километров БАМа. Сам поселок был основан в 1975 году воинами-железнодорожниками, к которым позже присоединились вышеупомянутые строители из Подмосковья, из Московской области. Вот даже есть такой небольшой район, частный сектор, который называется, так и называется, Подмосковье. Немного вот поднявшись от вокзала, есть вот такой дом культуры. И здесь же памятник Великой Отечественной войне. И с этим памятником случился лютый провал. В 2019 году была его реконструкция. И фирма-подрядчик изобразила солдат НАТО на памятнике. Даже вот фото сохранилось в новостях. И определили это достаточно просто. По характерной прицельной мушке, в которой сразу дается М4, М16. А панно изображение заменили. И как пишут, перед этим собрав местных жителей для выбора новой картинки. Не знаю уж насчет реконструкции, сколько денег было за это уплачено, но такое чувство, как будто бы этот памятник залепили скотчем. И выглядит очень плохо. А реконструкция была в 2019 году, совсем недавно. Любопытные тут дома. Тоже изломанные, как в Северобайкальске, но имеют такую расцветку бело-терракотовую. Интересный цвет. И вот по соседству заброшенный вот такой дом. Тут вот еще один по пути. Этот частично видно вот на первом и на втором этажах заколочены окна. Увы, увы. А ведь раньше тут жили люди. Но вход заварен. Вход заварен. Впрочем, хоть и вход заварен, внутри мусора хватает. В любом случае, как-то можно туда влезть. Дома, кстати, стоят на сваях. И даже у кого-то была подготовка под кондиционер. Дипкунский детский сад. Единственное, Дипкун. Больше как бы и не надо. А это Дипкунская школа. Но опять же, единственный поселок, больше не надо. Первая же школа была построена в 1975 году. И в ней тогда училось всего 18 учеников. А это, кстати, улица Мира. Она же еще и по совместительству трасса автодублера БАМа. Ну вот такая вот грунтовка, не асфальтированная. И если что-то проедет, то сразу будет много-много пыли. Тем не менее, хоть поселок и выглядит удручающе в плане заброшенных домов и квартир, дети тут присутствуют. А вот, собственно, и вышли к частному сектору. Такие вот домики.
Такая улочка называется, молодежная. И опять же картошка. Опять же картошка. Здесь же в Дипкуне есть вот такая вот церковь. Небольшая церковь, переделанная из дома. Вознесенская церковь. И тут же есть еще и воскресная школа. Ну еще тут в церкви вот такой миленький огородик. Огурчики в тепличке, картошка, морковь, свекла, салат, редиска даже. И вот снова улица Мира, она же автодублер БАМ. Во-первых, чем ближе, ну, скажем так, к Японии, на Дальнем Востоке, хотя мы уже, в принципе, на Дальнем Востоке, тем больше японских машин праворульных. Во-вторых, много НИФ. А в-третьих, много без номеров. И мне кажется, что тут можно и без страховок, и без номеров, и вообще без документов ездить. И никто тебе ничего не скажет. Но это так, сугубо мое предположение. Вообще жизнь тут, видимо, крайне спокойная, размеренная. И человек с рюкзаком, безусловно, вызывает неподдельный интерес у местных. Потому что, кажется, сейчас голову свернут. Обнаружен здесь еще вот такой вот артефакт. Если я правильно понял, то это нечто наподобие того железнодорожного, бывшего железнодорожного вагона, цистерны, переделанного под временное жилье, еще во времена строительства БАМа. Такой стоит на территории музея в Тынде. И там даже вот есть экспозиция. Кстати, говорят, что это жилье было даже в некотором роде, ну, элитное, что ли, по тем временам-то. Ну и здесь рядом здание еще амбулатории. А вниз уже спуск к вокзалу. Ну вот, собственно, и все. Весь обход поселка Дипкун. Времени было 1,5 часа, и этого хватило. Кстати, Дипкун — это по названию реки Дипкун, что с эвенкийского, как переводится, как серебряный ключ, или же 8, или же много ручейков. Про Дипкун интересно сказать то, что он находится на подъеме, на склоне, и он спускается к реке, к вокзалу. Грустно, конечно, то, что много заброшенных домов и пустых квартир. То есть явно поселок переживает свои явно не лучшие годы. Впрочем, опять же, как я заметил ранее, дети присутствуют. Дети присутствуют. У меня, кстати, есть номер войсковой части, которая здесь была. Номер 365334, если я правильно понял. Это та войсковая часть, которая, собственно, строила здесь железную дорогу. Кстати, стоит немножечко уточнить, что воины-железнодорожники строили по большей части именно саму непосредственно железную дорогу. Но в то же время гражданские строители, комсомольцы там и прочие, вот это шефские коллективы, строили как раз поселки и железнодорожные станции. Поэтому то, что на Восточном БАМе строили железную дорогу именно только железнодорожные войска, немножечко неверно. Но, а что еще добавить? Мне пора дальше.
По иронии судьбы, на моем скромном канале два самых просматриваемых видео — это Тында и «По БАМу от Тынды до Комсомольска на Амуре». Иронично то, что тогда посещение этих мест вышло совершенно случайно. Но такая случайность позволила окунуться в атмосферу ностальгии по временам строительства БАМа. К примеру, в комментариях есть в том числе и Дипкун, и в том числе войсковые части «История из жизни». Помимо войсковой части 36534, в самом видео оговорился, добавил лишнюю цифру, в комментариях фигурируют и иные. 29496, 83298, 41132, 83236, 61345, а также просто комментарии ностальгии. Пишите свои комментарии под этим видео, под иными видео о БАМе. Узнаем вашу историю жизни и строительства БАМа. Поселок Тутаул. Население около 300 человек. Основан как разъезд в 1983 году. Сельский совет появился в 1986. Впрочем, первый десант строителей тут появился в 1981. Назван по одноименной реке Тутаул. Версия значения однозначно не определена. Возможно, с якутского мыс горный, лесной, островной, гора, высокий холм. Или же с эвенкийского значения бегущая или голова молодого оленя. Как и в Дипкуне, шефский коллектив Московская область. Вследствие этого вокзалы практически идентичны. И это 2577 километр БАМа. Станция Улак. Населенный пункт отсутствует. Назван по реке Улак, что с эвенкийского место, где пилили дрова. Или по реке Улакан, что имеет то же значение, что и Улак, но с уменьшительным суффиксом «кан», но возможно с якутского «большой», «крупный», «главный». От этого разъезда отходит подъездной железнодорожный путь Улак-Эльга-Мыс-Манорский, построенный в 2000-2010 годах до Эльги и строящийся сейчас до Тихого океана. И это 2677 километр БАМа.